Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы рассмотрим вопрос, почему не включается фен для волос. У меня есть фен Roventa Nomad мощностью 1600 Вт, и он перестал работать. По внешним признакам я вижу, что здесь забито всасывающее отверстие для воздуха, почти как войлок, и возможно произошел перегрев двигателя, сработала защита, или сгорел двигатель. Разберем и посмотрим. Для разборки этого фена понадобится такая сервисная отвертка с двумя рожками. Необходимо открутить эти два шурупа. После этого раздвигаем две части ручки для того, чтобы добраться до двигателя и всего механизма. Здесь есть регулятор напряжения, переключение 120-240 вольт, выключатель режимов и подвод провода. Будем разбирать дальше. Отсоединяем часть с двигателем. И после этого необходимо хорошо чем-то поддеть вот в этой плоскости и снять заднюю крышку. После этого снимаем заднюю часть корпуса. Аккуратно, чтобы не сломать защелки, потому что это все нужно будет собрать. Вот перед нами сеточка, которая забита полностью, и сам двигатель. Теперь нужно вынуть корпус двигателя с вентилятором. Для этого потянем просто его вперед. И вот все у нас как на ладони. Снимем наружную теплоизоляцию. Проверим состояние спирали нагревательной и состояние термовыключателя, который находится в этом месте. Затем, в первую очередь, с помощью тестера необходимо проверить целостность провода, поступает ли сюда напряжение, и степень замыкания термовыключателя. Устанавливаем переключатель тестера на проверку сопротивления 2000 кОм и начнем проверять провод питания. Провод целый, один, проверяем второй. Второй провод тоже исправный. После этого необходимо проверить контакты термовыключателя, который установлен на поверхности нагревательного элемента. Цепь разомкнута, необходимо разбираться с термовыключателем. Это говорит о том, что контакты термовыключателя подгорели, и он не замыкает цепь, поэтому ничего не работает. Для очистки контактов термовыключателя я воспользуюсь тоненьким надфилем, которым раздвину контакты и почищу их поверхность. После этого снова проверим, как замыкает цепь термовыключатель. Вот теперь контакт есть. И можно собирать все в обратном порядке. Вставляем в корпус термонагреватель с двигателем. Защитную сеточку заборного отверстия вентилятора необходимо прочистить. Если мы поставим ее в таком состоянии грязном, то через время опять будет подгорание контактов термовыключателя, и он выйдет из строя. Я ее продую с помощью компрессора. Вот теперь заборная сеточка чистая, и не будет никакого сопротивления для работы вентилятора термонагревателя. После этого прищелкиваем на место заднюю часть верхней крышки. И прикрепляем к корпусу ручку. Не забываем поставить на свое место пружинку защелки фиксатора. И устанавливаем на свое место верхнюю часть ручки. После этого закручиваем шурупами две части ручки.
Проверяем работу фиксатора. Все работает. После этого устанавливаем на место декоративную рамку крышки. Вот ремонт фена для волос закончен, и можно проверить, как он работает. Фен работает с новой силой. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как отремонтировать фен для волос, если он не включается. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!